Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете наш вечерний шум. Тут мы шумим про все, что с нами приключилось и приключается, и продолжает приключаться непосредственно в информационном шумном поле. Очень приятно, что вы присоединяетесь. Пожалуйста, традиции никто не изменял. Буквально пару минут в самом начале напишите, откуда вы смотрите, что за география такая чудесная нас сегодня, скажем так, призывает изучать глобус мира. Это для меня очень важно. Всем напоминаю, что очень нужно поставить лайк, потому что YouTube должен понять, что вы оттуда, а еще и лайкнули, а еще и написали. Значит, надо показывать шум, чтобы шум этот был слышен еще и еще, вновь и вновь. Сегодня насыщенный очень день, как, впрочем, и последние дни, и я так думаю, что предыдущие несколько дней тоже будут очень и очень насыщенные по заявлениям. Тюмень, Одесса, Москва, добрый вечер. Геленджик, Геленджик, Сергей, спасибо большое, что написали. Николаев, Питер, Москва, Испания, Киев, я с земли. Ой. Это прекрасно. А мы, такое ощущение, что где-то в параллельной вселенной есть, вот, знаете, сейчас много таких роликов, эффект Манделы, да, о том, что с нами что-то было, а что-то не было, и, в общем, кошмар, ужас просто. Такое ощущение, что мы где-то в параллельной реальности. Харьков, Тюмень. Тюмень поздно у вас, несмотря на то, что смотрите все равно. Днепропетровск, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Тула, Германия, Дрезден, Румыния, Константа, да, есть такой город. Болгария, Екатеринбург, Германия, Ярославль, беженцам из Луганска привет! Привет и вам! В общем, на самом деле потрясающая география, пожалуйста, вот эти все люди, вы знаете, что вот написали, это не засчитается, надо, чтобы вы лайк поставили. И, конечно, тоже жду, если смотрите в записи, многие там признаются, что поздно, там завтра на работу, но тем не менее смотрят в записи, тоже напишите в комментариях, откуда вы посмотрели. Краматорск, Шебекино, Ставрополь, Тбилиси, потрясающий город, Шелест, Североуральск, даже слышит, как шумишь. Там в Североуральске, наверное, тоже доносятся наши голоса. Бирмингем, Канада, Луганск, привет, Луганск, Финляндия, привет тоже в Финляндию. Просто супер и замечательно, что вы у меня такие есть и что вы собираетесь для того, чтобы мы пошумели. Меня очень просили как бы не затягивать, оперативненько, собственно, давайте попробуем, да, и в таком каком-то темпе, динамичненько, я вот, так сказать, то, что собрал за сегодня, вам выдам какие-то взгляды, какие-то ожидания, новости на самом деле шумные, и есть о чем написать в комментариях. Пожалуйста, пишите в комментариях о том, что вы думаете по поводу того или иного сообщения. Ведь, собственно, для этого мы и собираемся. Опрос нашего сегодняшнего эфира звучит так. Почему именно сейчас ТЦКшников без боевого опыта отправляют на фронт? Значит, Генштаб сделал заявление о том, что теперь вот эти все ТЦК, они проценты приводили, сколько там, 70% прошли войну, кто-то не прошел. Вот те, которые не прошли, всех на фронт. Ну, нам же это еще говорили 2 года назад. Ну, ничего страшного, повторение мать учения, но тем не менее. Значит, если ты не служил, и у тебя нет ранения, ну, или там по состоянию здоровья ты, ну, скажем, можешь это делать, тебя вот отправляют на передовую. Сразу начались разные конспирологические мнения, зачем это нужно. Давайте проголосуем. Значит, выборы скоро, заметают следы. Ну, или чтобы понравиться, неважно. Это к выборам. Да? Народ на грани, уже берутся за вилы. Собственно, на народ не плевать, или настолько буча большая, что ТЦКшникам уже морды бьют. Дальше поговорим об этом. Ну вот, может, поэтому народа испугались. Некого уже просто. Сейчас начнут грести всех подряд абсолютно. Тоже такой вариант. И это все вранье и показуха. Ну, это специально для тех, кто шумит со скепсисом. Да? Вот это все вранье и показуха. Друзья, голосуйте. 2000 голосов мы получили. Интересно, что будет в конце. В конце подведем итоги. Привет из Италии. О, привет, Италия. Как там, por favor, я не сильно разбираюсь, гратия, наверное. Значит, всех убьют ТЦКшников, свои убьют. Ну, посмотрите, убьют, не убьют, не всех убьют. Не всех война убила, есть такое выражение. Дания, с уважением смотрим. Караганда,
Александр Костиков, вы где? В Караганде. Значит, спасибо большое, друзья. Значит, в Одессе помогает локация Беларусь, и не стыдно за Украину менять Уганду или Уругвай. Да, в общем, любую локацию выбирайте, и что стыдно, не стыдно, но это работает. Приложение или телевизор, или там, ну, вообще, в принципе, да, настройки YouTube, переходите, меняйте страну, и все эти запреты по барабану. Значит, что принципиально важно из такого, действительно, вот такого субстантивного? Ну, во-первых, буквально перед нашим эфиром вышли там представители Госдепа, есть представительница Госдепа, она вышла и сказала, что все, в общем, если как бы не добьются успеха в ближайшее время, стороны не сядут за стол переговоров Россия и Украина, то США, собственно, ретируются, выходят из переговоров. Это мы уже слышали, но это вот как бы статусное заявление, потому что это Министерство иностранных дел, называется в США Госдеп, это вот прям позиция. Рубио тоже, если не подпишут соглашение, он лично это потом сказал, то есть Госдеп официально, Рубио лично, собираются уходить. В общем, знаете, вот это вот, вы еще не уходите? Да? Нет, не уходим. А они вот собираются, но никак не соберутся. Ввиду этого сегодня немного, ну, с точки зрения там европейского театра или, ну, почему европейского, потому что Урсула фон дер Ляйен сегодня выходила, заявила, что, в общем, ребята, европейцы, родненькие, вот помните программа 800 миллиардов? Вот это вот мы собираемся и дальше, поэтому давайте. США уйдут из Европы, перестанут обеспечивать ее безопасность, поэтому, в общем, готовьтесь. Ну, этот процесс может быть растянут, конечно, в отношении Европы. Тем более там эстонцам пообещал Трамп, что там не переживайте, ну и так далее. Там же растет напряжение со стороны Российской Федерации, вот там, на севере, в районе Балтийских тигров, да, вот, собственно, поэтому там все мечутся в этом отношении. Но об этом мы еще поговорим, и роль Украины в этом вопросе. Суть происходящего заключается в том, что американцы это не те товарищи, которые просто возьмут и уйдут. Мне, конечно, будут апеллировать, и апеллировали в эфирах, что, мол, подождите, Афганистан, Вьетнам, а вот они просто там забирали своих и убегали. Не тот это случай, не те игроки, не тот это, скажем, эпизод, тем более, что они же просто взяли и ушли, но они же здесь по-любому будут. По-любому, потому что они намечены, как бы нацелены на работу с Российской Федерацией. К слову, вообще, о том, что действительно важного прозвучало и о чем нужно, я думаю, что начать шуметь, так это вот два сообщения. Одно из Политиком, значит, которое нас порадовало утром, о том, что мирное соглашение Трампа, скорее всего, будет означать конец президентства Зеленского и приведет Украину к политическому хаосу, поскольку уступка территории, вероятнее всего, потребует внесения поправок в Конституцию для проведения референдума. В общем, вот это де-юре Крым у всех на устах, все очень переживают по этому поводу, и я так думаю, что эти переживания не просто так. Из знаменательного то, что сегодня Трампу 100 дней его президентства, второго президентства, и это президентство, ну, он там, понятно, там ряд публикаций, кто-то говорил, там, весело управляет миром, сложная работа, но ему легко, вот он такой, как есть, он дает программное интервью, печатное, видеоинтервью, в общем, супер, там, он говорит, что у него все отлично. И вот The Atlantic об Украине. Главреду он дал целый ряд заявлений, не только по Украине, но вот выбираем по Украине. Значит, дает понять в этом интервью, что не планирует поставлять Украине больше оружия, даже если решит, что на Путина надо больше давить. То есть давить будет не оружием, и оружие, это все уже готовятся, что, да, то есть байденовские пакеты все, закончатся, и дальше уже сами с Европой давайте разбирайтесь. Заявляет, что он не на стороне Зеленского. Политически это очень важное заявление, потому что обсасывают до сих пор. И сегодня я видел какие-то там публикации с фотографиями из Ватикана. Ну, мол, в Ватикане вот они сели, и вот это случилось чудо, что Трамп переметнулся на сторону Зеленского. Не, говорит Трамп, не переметнулся я на сторону Зеленского. О возможности однажды поддержать Украину военной помощью, ну, мол,
там же как, журналистика как работает? То есть вы там, нет никакого вооружения не будет. Ну, может быть, однажды. А вот чтобы, а если вот так, ну, как там, да, в Ватикане, да, сделайте это, ну, по-другому, другим способом. Трамп говорит, что не обязательно это будет оружие. Есть много видов оружия. Не обязательно оружие с пулями. Это может быть оружие с санкциями, это может быть оружие с банковским делом, это может быть много другого оружия. Короче, пугает там ежа голой задницей, и Россия, как страна, на которую возложили наибольшее количество санкций, совершенно разных. Иран они обогнали, там, если, ну, финансисты это считают там, четко, да, то Иран обогнали россияне. Их пугают вообще какой-то катастрофой. Ну, как, точнее, не пугают. Это он отвечает на вопрос журналиста. Ну, подождите, а как давить, если не оружие? Ну, вот так будет давить, по-другому. На вопрос, может ли Путин сделать что-то, что заставит Трампа сказать, знаете что, теперь я на стороне Зеленского? Опять-таки говорит, я не с Зеленским. Но опытный главред Атлантика говорит, подожди, а если что-то... А если вдруг чего? Он отвечает, что не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины. Да, но не обязательно на стороне Зеленского. Вообще-то это очень глубокая мысль. Вот мне кажется, что все вот ругают Трампа, говорят, ой, какой-то сумасбродный, сегодня то говорит, завтра другое. А вот это вот самое глубокое, вот это прям глубина чувствуется мысли. То есть, да, на стороне Украины, но не на стороне Зеленского. И вот тут мы вспоминаем сообщение Политико. Значит, у меня были трудности с Зеленским, вы видели это здесь, когда он сидел прямо в этом кресле. В общем, понятно, да, то есть это сразу все считали как подготовку к исходу Соединенных Штатов Америки. Ну, собственно, считали и считали, бог с ним. Но есть еще и видеоформат интервью. Оно большое, такое полновесное, касается преимущественно Америки, но затрагивается и, конечно, российско-украинский вопрос. В каком свете? В свете сравнений. Ну вот, смотрите, вы же опытный переговорщик, Трамп. Вы же вот переговоры ведете. А с кем вам легче? С Путиным или с Зеленским? Вот что отвечает Трамп. Це війна Байдена, не моя. Я просто намагаюся її закінчити. І я справді її закінчу. Значит, посыл первый понятен. Это война Байдена не моя, я пытаюсь ее закончить, и я действительно ее заканчиваю. Так за гроші, але не тільки. Я закінчую, бо гине 5 тисяч на тиждень. Гинуть молоді солдати і російські, і українські. Але Росія має багато солдатів і велику армію. Коли Зеленський був в овальному кабінеті, я говорив про завершення. Він кричить про безпеку після війни. Значит, он ему говорит, завершает. Он говорит, давай безопасность после войны. Кричит, говорит, про безопасность после войны. Кажу, не знаю, чи зможемо домовитись. Він просить більше і більше. А карт у нього нема. Ви ж бачите, що там коїться. И вот это, посмотрите на этого ведущего, да? То есть это он просит больше и больше, а карт у него нет. Ты еще и желто-голубой галстук напялил. А вот это вот так довольно киваешь. Эх ты, негодяй, как занесут тебя на миротворец. У нього немає козирів. Сподіваюсь, він це зробить. Бо Путін не робив би це ні для кого, крім мене. Багато хто це казав. Думаю, він хотів йти до кінця. Але тепер готовий домовлятись. Поки що з ним легше, ніж із Зеленським. Значит, что это сделает? Это имеется в виду, подпишет сделку и вот сядем договариваться. Это. То есть, и смотрите, это тоже очень важный программный посыл. Опять-таки, отмахиваются от Трампа, а зря, нужно задуматься. Потому что дальше будет понятно по динамике, а что вообще происходит. Да? Вот у нас мы заходим в май, и тут сейчас начнется. Да? То есть, а это очень важный посыл. Что Путин ни для кого бы это не сделал. Для меня он это сделал. Имеется в виду, остановил войну. Я думаю, что этот посыл, ну, пока там по-другому немножко, ну, сегодня там Путин с Лукашенко, они в Волгограде, там тоже родина-мать, ну, другого как бы дизайна скульптура, и там
не меняли гербы, да, но тем не менее. Значит, там тоже Родина Мать, и там тоже мероприятия, они приурочены к Дню Победы. В общем, начинается вот эта маевка, да, и разные программы. 80 лет как-никак, поэтому тут все оправдано. То есть можно начинать заранее, заканчивать вообще там в конце месяца вот этот распорядок, потому что дата большая, по-настоящему большая и важная. Так вот, они там... То есть в Волгограде, вот у них там своя эта история. Я думаю, что немножко изменится повестка, а за вот это будут цепляться российские СМИ 100%. Ни для кого он этого бы не сделал, но для Трампа сделает. Почему? Потому что отношения какие, потому что перспективы какие, потому что... То есть это не бравада Трампа. Вы же слышали, тут очень важно было смотреть, как он это сказал. Он тут не хвастовством занимался, он действительно говорил, что-то есть. И вот это вот то, что там сейчас нам рассказывают, США переметнулась на сторону России, не просто потому что кто-то нравится, кто-то не нравится, а с Путиным легче. Запомним эту мысль. Больше детализировал драчку по поводу того, какие стороны чего хотят. Ну, в общем, со вчерашнего дня, да, продолжается эта вся как бы канитель. Путин объявил перемирие на День Победы, большой праздник. Путин его объявляет, Украина говорит, а давайте-ка 30 дней. Вот буквально вечером сегодня выполз Келог, уважаемый дед-генерал, который обнимался с Ермаком в Лондоне, и не только в Лондоне, в принципе, тот, который как бы отправлен и по разнарядке передан на украинскую сторону. И вот этот Келог выполз на телевидение и говорит, значит так, то есть США поддерживает Украину. В общем, слово за Путиным. И создается сейчас мыльный пузырь, что США с Украиной. Как бы, а Путин должен догонять. Ну, то есть США и Украина хотят 30 дней. И Трамп хочет 30 дней, говорит Келог. А Путин, видите, брыкается. Путин предлагает 3-дневное перемирие. И очень интересные подробности, как бы расшифровывая это предложение, сегодня вышел Лавров и что сказал? Что наше предложение, которое президент Путин озвучил, это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие в данной ситуации рассматривается как предварительные условия, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима, укрепления его военных способностей. Помните, когда не так давно был президент Лукашенко? Ну, это он вспоминает Лукашенко, как заявлял по поводу этого, что если там пауза какая-то, то сразу будут там дроны перевооружаться и так далее, и так далее. Самое интересное, что вот это говорит Лавров и вспоминает Лукашенко, да? Но и Зеленский сегодня тоже вспомнил Лукашенко. Это вот буквально ремарка. Сейчас разберем Лаврова. Значит, что вспоминает Зеленский? Буквально там перед нашим эфиром, вот сейчас появляется информация, новость на Суспільном, общественном, то есть самая честная. Гранты, правда, ела. Ну, сейчас уже грантов нет, но его перебазируют на государство, ничего страшного. Значит, президент Зеленский как бы допустил, что Россия этим летом, и тут цитата, знаете, вот мне так нравится, есть великие политики. Ну, то есть великих политиков отличает глубина мысли, владение словом, какой-то посыл. И когда вот берут кавычки, это как бы подчеркивает сущность человека, которого цитируют. Ой, что это я тут увлекся? Сказано филолог, да? Короче, Россия этим летом, цитата, готовит что-то. Что-то. Нет, можно перевести, конечно, как нечто, но это не совсем. Что-то готовит, да? И в Беларуси, применяя военное учение как повод. Значит, и, в общем, он тут говорит, пытается, говорит, посмотрите на Беларусь этим летом, что-то, прикрываясь учениями, готовится. Именно так обычно начинаются новые атаки. Но куда на этот раз, задается вопросом Зеленский, я не знаю. Украина? Знак вопроса. Литва? Знак вопроса. Польша? Знак вопроса. Не дай бог, но мы все.
должны быть готовы. Все наши институции открыты к сотрудничеству, говорит Зеленский. Нет, сегодня после волгоградских встреч, конечно, да, конечно, естественно, есть уже сообщения о том, что сливы, инсайды, что завод по дронам будет открыт на территории Беларуси. Ну, знаете, тоже сказать, что это такая прям сенсация, завод по дронам, если там уже давно говорили о том, что какие-то ходовые части там, для орешника передвижные готовят, еще какие-то вещи готовят. Там ядерное оружие, в конце концов, разместили. Ну, так заявили, что разместили, и, понятно, под российским контролем, но вроде как там играют тем, что у Лукашенко тоже есть кнопка. Поэтому какой-то завод дронов в Беларуси, ну, это вряд ли будет какой-то большой сенсацией. Тем более, что, ну, эти дроны, ну, это, кстати, очень такой, с точки зрения военных хитростей, ну вот как там вчера, позавчера вот обсуждали эту всю историю с северокорейцами, как военную хитрость определенную, как намек, посыл военный. Это тоже, в принципе, нормальный ход. Разместили в Беларуси. Украина атакует завод дронов в Беларуси. Ну тогда ее линия фронта расширится еще намного, и тогда уже совершенно другая история. Вообще вот это риски по поводу Беларуси, Зеленский, конечно, их перебрасывает на Европу. Ну потому что там на севере, как я уже обмолвился, тоже были публикации, все говорят, потом строят железную дорогу, развивают вот эти корпусы. Ну, так это было там год назад или полтора, я даже сейчас не скажу, когда еще, по-моему, Шойгу, да, вот эти там корпусы, вот эти, корпусы-то у нас, ну, вот это вот градацию там увеличивал, скажем так, направление, именно то, ленинградское, вот с той стороны. Но тем не менее, то есть мы пытаемся играть Белоруссию с Европой. Вот чем занимается Зеленский. Но оно бумерангом может как бы прийти по другим вообще местам, потому что, вот правда, растянутая линия фронта вот на границу еще и плюс белорусскую, но это катастрофа, это практически невозможно будет воевать. И все это понимают. И умные люди говорят, надо Лукашенко спасибо сказать за то, что он держит именно такую позицию. Да, с его территории было вторжение на Киев, вот эти все ужасы Киевской области, вот эти все, скажем так, проходы, прорывы, ДРГ и все остальное, и заход в Гостомель, вот эти бои, это все потому, что с Беларуси зашли. Однако в дальнейшем Беларусь, хотя по идее могла географически быть угрозой, там даже пуски с Беларуси, это означает, что ты ничего не собьешь, что будет лететь по Киеву. Ничего, потому что очень близко. И там даже не успеют ничего засечь, только там на 24/7 каждую секунду смотреть в небо. Но, в общем, игра с Беларусью очень опасна. По поводу Лаврова. Значит, вот это перемирие на 3 дня, мы считаем как началом прямых переговоров. Именно прямых. Значит, в чем позиция Лаврова? В том, что перемирие на 30 дней безусловным быть не может, потому что эти 30 дней должны быть какие-то группы, которые чего-то контролируют на передовой. Ну, кто стрелял, откуда, как, чтобы было понимание, кто соблюдает, кто нарушает. Все-таки 30 дней это большой срок. Это не просто выдохнули, как выходной себе взяли, перекурили, там раны залезали и дальше опять. Поэтому как бы рацио в этом есть, безусловно. Но тут очень важно же, да, поймать на вот эту растяжку, чтобы Путина продавить, чтобы он согласился. Вопрос-то в другом. Ведь по поводу групп, и это абсолютно открытая информация, обсуждались моменты и в Париже, и должны были в Лондоне. Но это превратилось в другую историю, потому что сорвали все заявление Зеленского о том, что это реально. Ну, то есть украинско-российские совместные какие-то команды, плюс третья страна, нейтральная, там Россия против НАТО. Ну хорошо, может быть и страна НАТО, почему нет, но дружественная страна НАТО. Какие-то группы создаются по линии разграничения и контролируют. В принципе, этот пункт был выписан. Его можно приехать на переговоры, прямые, российско-украинские, даже без американцев, сесть, подписать, ровно как согласовываются обмены, ровно как согласовываются какие-то другие вещи. Выйти на перемирие 9 мая, то есть, опять-таки, дорожная карта. Можно спокойно в начале мая приехать, выделить делегации,
в третьей стране какой-нибудь, да, встретиться, обсудить, договориться, привлечь там какую-то третью страну. Тем более, что если есть серьезное намерение на мир, то третью страну все побегут туда, да, там поучаствовать, потому что вы что, это же там статус и уважение миротворца. Поэтому будут желающие, обязательно будут. А потом зайти в 9 мая перемирие и туда. То есть Лавров вот это все разжевывает и объясняет, потому что за 30 дней без условий это означает, что будет перевооружение, будут поставки, будут какие-то там моменты, то есть за 30 дней клепаются еще там дроны, клепаются снаряды. Правда, втридорого клепаются, сегодня там очередного задержали, но тем не менее. То есть это долго, да? Опасно. Опасно, потому что 30 дней это означает, это еще плюс там условно, полгода воевать точно. Да? А так, может быть, там 3-4 месяца осталось. Вот такая математика военная. По поводу Лаврова, правда, вчерашнего, я вам рассказывал в шуме его условий, которые он опубликовал в бразильской прессе, внезапно вышел наш любимец, великий политический аналітик, доктор политических наук, квартал 95, Євгеній Кошевой. Всім привіт, давно не бачились. Стосовно офіційних умов, які пролунали з гнилого роту коняки Лаврова. Відповім зрозумілою йому конячою мовою. Шов нахуй! І це офіційна умова. Я почему вам это показываю? Потому что он не останавливается. Он идет в политическом, это не сатира, это не то. Мне кажется, что здесь другой момент, очень важный. Значит, понятно, что у них там с Зеленским дружеские отношения. Этого человека с необезображенного интеллектом, его целовал в лысину, он, кстати, с Луганска, да, там КВНщик, да, был в одних командах, в других, потом вот попал чудом в начинающий, там, развивающийся, поднимающийся, так сказать, только квартал 95. Тут другой момент. И у него много таких видео, он там матом всех там кроет, ругается, вот это все, издевается. В его душонке это необходимо, чтобы защитить друга лично. Потому что можно по-разному относиться к их там способностям, этим там товариществу квартала и так далее. Это самый преданный человек Зеленскому. Он теперь там худрук, то есть заменил его. И он нутром чует, шкурой чует, что Зеленскому угрожает опасность. Поэтому выходит и начинает за него вписываться. Вписываться как может. Понятное дело, что тут ума немного. Но это очень важный сигнал. И я считаю, важный не только там для будущих политических баталий, потому что там вполне вероятно Кошевой там куда-то пойдет на следующих выборах, которые пытаются их постановки как-то вот организовать и туда его включить. Это важно с точки зрения духа времени. Дух времени нам подсказывает, что Зеленскому угрожает опасность. И друзья вот такого рода, преданные по крови, его пытаются таким образом защитить. Публично. Вписаться за него. А он ничего не может. Он может там что-то пошутить, кто-то посмеется, кто еще смотрит «Квартал», да. Смотрят, конечно, а что еще смотреть? Нечего же смотреть. Так хоть «Квартал» будет а-ля смешно, а-ля про политику и войну. То есть, это очень важно. Нужно ощутить это как положение дел внутри. Не там все одна банда. Там, говорят, даже Зеленскую жену, первую леди, да, вот, которая там скумбрия по 8, вот эта, которая с ним по отдельности ходит на похороны, потому что сначала она, потом он в компании других людей, потом они стоят вот это в траурном вместе. Она даже в группах «Квартала» об этом рассказывали. То есть они общаются все, это все равно одна банда, понятно, не с президентом, не с Зеленским, потому что он же раньше еще взлетел, но они чувствуют какую-то угрозу. И вот такая его активность, это четкая демонстрация. Вернемся к параду. Ошарашил сегодня, вчера ошарашил по поводу Москалика, генерал-лейтенанта, которого подорвали, он фактически первый это подтвердил, и сегодня Зеленский говорит, да, наши спецслужбы работают. И вообще этот народный депутат из Комитета по безопасности
ну, простите, да, он выдает такие вещи, о которых, ну, лучше молчать, или там, если рассказывать, то туда, через годик, потому что, судя по некрологу Москалика, да, вот он лично готовил доклады Путину по СВО, то есть это не просто там важная и жирная цель, это такая цель, за которую, которую надо достигнуть, а потом когда-нибудь в мемуарах после, даже вот там, я не знаю кого, а, Дугину, по-моему, да, и Прилепина, Малюк опубличил лично спустя там месяцы, что ли. Ну вот я просто вспоминаю. Не хочу рыться, могу, в принципе, понять. Месяцы, то есть сначала всем было понятно, кто это, чего это, но официально из рта украинца, украинского какого-то чиновника это прозвучало позже. Здесь другой случай, это должно было прозвучать там через год. Вот правда, через 1,5. Официально. Или где-то вскользь журналисты ухватились. Всем все как понятно, как белый день. Но этого нельзя было говорить. Но он продолжает говорить нечто подобное. Вот он говорит по поводу парада 9 мая. Что вообще ситуация очень интересная, типичная на українському медіа і телевіденні. Чи дійсно у нас зараз є можливості взяти і ударити дронами по російському параду в той час, коли там знаходиться Путін, хто там ще буде, господи, Сі і Сразу видно, как это, подкованного журналиста. Ну, есть у нас вообще возможности ударить по параду. А кто там вообще будет? Путин, как его, 2 буквы, Си, да? То есть он знает, о чем спрашивает. так далі, і так далі. Якщо ми говоримо про наші можливості, И смотрите, сидит довольный собой, довольный. Сейчас, вот это я врезал четенько, эмоционально. Согнутый, правда. Ну, там микрофон кто-то вот это вот подцепил. Ну, вот это он доволен собой, этот ведущий. Ну, Костенко, конечно. Костенко раскрывается. Это депутат Костенко. Поехали. то в нас такі можливості є. І якщо там буде команда і буде сплановано, то тут же ж питання ще. Я думаю, що росіяни 100% вони стягнуть все ППО з Росії, яке тільки є для того, щоб прикрити Червону площу. Я думаю, що вони Хитренько так говорит. Они все ПВО стянут со всей России, ну и оставят, понятно, другие объекты и других, да, вот, там, части, солдаты, соединений без ПВО. відкриють всю лінію фронту, яка є, тому, мабуть, і хочуть перемир'я в першу чергу для того, щоб, скажімо, забрати ППО і не прикривати своїх солдат на першій лінії, тому що розуміють, що в них ППО скільки не вистачить. Я думаю, що все буде стягнуте на Червону площу, але дивіться, в нас зараз потужні можливості по виробленню засобів дальнього враження, тому, скажімо так, при бажанні спланувати таку операцію, це невеликі складності. Короче, проще простого. Шарахнуть и спланировать эту операцию. У нас вообще все мощно. А смотрите, Путин вообще перемирие объявил для того, чтобы защитить парад. Ну так, переживает. Слушайте, мне кажется, с этих товарищей станется. Они могут как бы ударить по параду. Почему нет? Потому что, что бы ни было в ответ, какая там ужас, катастрофа, обстрел или чего-то подобное, все равно на руку. Потому что, смотрите, российская ракета летит. Ой, Путин какой кровожадный. По поводу альтернативной даты 9 мая, или как это? Дата-то одна, но в Украине это же День Европы. Сегодня тоже Политико сообщила о том, что что-то какая-то вот как-то не складывается с контрпарадом. Мы же помним, Сибига выдал умопомрачительную идею. Пока там лидеры государств принимают парад на 80-летие Победы, Си Цзиньпин и целый ряд список, да, государств других. Кстати, Фица будет. По моим данным, они могут подтвердиться, могут нет, потому что все будет зависеть от действительно, что дальше будет происходить в эти ближайшие дни. Есть еще люди, которые, кроме того списка, который опубликовался, есть еще люди с разных стран, лидеры, да, вот первые лица, которые тоже могут приехать в Москву. То есть там тоже готовится сюрприз некий, да, о том, что кто-то неожиданный появится. Вот непосредственно в Москве. Но посмотрим, не будем загадывать. Тем более там бабка надвое сказала, но есть официальный список. Вот официальный список, вот он такой. А в Украине нужно свое провести. Как-то вот там Дуда к Макрону едет там чего-то подписывать по-своему.
У Стармера саммит вообще в другом городе в эти даты. Немцы сказали, слушайте, мы тут правительство формируем, поэтому, да нет, там, Мерц этот не поедет, там, померцает у себя. То есть намечается грандиозный обсер. Приедут министры иностранных дел, да и, собственно, и все. Вот такая вот дата, вот такой контрпарад, вот такая 9 мая. И на самом деле это вот по-настоящему будоражит. Мало сегодня, вообще последнее время мало шумят о фронте, мало говорят о том, где, куда, кого и как продвинулись. 2 эпизода, которые делают этот день и которые есть над чем задуматься. Первый — это ситуация в Сумской области. Выпустили даже местного главу военно-гражданской администрации Сумской. Он там рассказывал, что, смотрите, ничего это не контролирует, дипстейт рисует. Это не означает, что эти закрашенные украинские территории, серая зона, и речь идет о Басовке, там и ряде населенных пунктов, новенькая и так далее. Потому что сегодня дипстейт очень хорошо подровнял там северный выступ, северный край, там где новенькая и Басовка вот, ну, по карте. Очень серьезно подровнял, и это прям такой прирост территории по карте. Поэтому быстренько гасят этот пожар, быстро запустили какой-то фейк, а потом его, собственно, сами же и разоблачили о том, что идет какой-то человек, вот это он, и он знает точно, снимает город и как бы говорит на камеру о том, что вот у него инфосотка, сумская власть собирает манатки, документы, все увозят, все там дела личные, все там документацию, потому что город будут сдавать. Ну, Центр противодействия дезинформации вышел, сказал, это фейк, не верьте никому, это специально расшатывают обстановку. Ну, слушайте, если бы Центр противодействия дезинформации не сказал, вообще все переживали, а так вроде как выдохнули и успокоились, правда? В общем, над Сумами нависла, но нависла еще одна, так сказать, новая территория. Это Днепропетровская область. Там первая эвакуация. Райпольский, Старостинский округ. Там вот сразу несколько сел эвакуация. Лысак, это обл. Администрация военно-гражданская, выдал распоряжение, что 25 числа, апреля имеется в виду, в некоторых населенных пунктах вот этих громад, речь идет о там, Межевой, Новоподгорном, Райполе, Сухаревой Балке, объявить обязательную эвакуацию в принудительной форме семей с детьми или их законными представителями. То есть дети, семьи на выход. Это очень показательный эпизод, потому что об этом говорили долго, но долго говорили, но тем не менее каким-то образом пытались избежать этого, и тем не менее вот все-таки это произошло под угрозой уже четко не только прилетов, а и эвакуации, а это означает, что зайдут пешком уже в новую область, а там поди разбери. Что это за новая область? У нас там кусочек Николаевской области, это Кинбургская коса. И вот еще одна область. Также, действительно, это не хочется время тратить. Есть кадры, достаточно большой материал, есть что разбирать из Покровска. Так вот, в Покровске нет живого места. Туда показывают, как это выглядит, эвакуация принудительная. В общем, тяжелая история с Покровском, в самом Покровске, там тоже живого места все меньше и меньше, прилеты, воронки, дворы, люди, там, попугайчики, собаки пытаются там забрать, уехать, потому что уже не вмоготу. Напомню, света, газа, тепла, вот там очень с большими перебоями, нет практически нигде. Это пришла война в город Покровск, тот, который фортеця, тот, до которой не дошли. И говорили вообще, что там, какие там крупные города Россия захватила. Но это еще один повод всех гнать на войну. Причем гнать даже в формате развлекательных шоу, таких разговорных.
Не прижился у нас в Украине этот формат Late Night Show. Что-то подобное пытался делать еще Зеленский, что подобное пытался делать там вот эти грантоеды из телебачения Торонто Щур, пытался даже Горбунов что-то на центральном телевидении делать, не прижился. Ну вот как бы есть этот формат Ну, классика это, конечно, вечерний Ургант, но который сошел на нет по причине войны. То есть, если бы там была другая позиция у команды, у редакции, там вообще, по-моему, у автора, который начинал с ним, паспорт забрали. У двоих комиков забрали паспорта, то есть лишили гражданства. Они уперлись в позицию антивоенную и, в общем, прекратилось существование. Если бы продолжался, то это там съедобный был формат. В Украине он не пошел. Пошел на просторах интернета. Ну и вот там, собственно, чтобы что-то важное обсудить, где-то посмеяться, легкое общение вечернее, как у нас практически шум. Ну и вот так вот легко, непринужденно всех гонят вперед. Хто нас дивиться, кожен цивільний, да, це майбутній військовий. От. Каждый гражданский, который нас смотрит, будущий военный. Мілітаризація країни, вона має відбутися обов'язково і має бути тотальною. Тотальна мілітаризація. Чому це так має бути? Тому що всі повинні розуміти свою важливість і свій Подождите, а человек без тотальной мобилизации не понимает свою важность? Ну вот, важность, свое место. То есть, кошевой понимает свою важность, а там пекарь или там сторож в детском саду, или там еще кто-нибудь, водитель какой-то рейсовых перевозок, он не понимает свою важность. Ну, тоже какая-то странная логика. майбутній вибір. Тобто тоді в нас у всіх буде розуміння спільної мети і роботи. От і все. Ти маєш на увазі, що нам потрібно прийняти той факт, що Он сам, по-моему, обалдел, этот ведущий Late Night Show, тоже блогер известный, там интервью у него все берут, ну, популярный в украинском сегменте. То есть он сам даже подбирает слова, как бы, теоретично, ну і як варіант практично, теоретически и практически, как вариант. будь-який цивільний стане військовим в цій країні. Ну, війна в нас не закінчиться завтра, післязавтра, через рік, через 2, через 3, через 10. От, ну це такі, це не похмурий, це реалістичний прогноз. То есть реалистический прогноз, реалистичный прогноз вот этого там ветерана о том, что война не закончится ни через год, ни через 2, ни через 5, ни через 10. Так а что, что делать? То есть, ну, хорошо, обматываться, ну, только не в белую просто, не ползти на кладбище, а обматываться в пиксель, да, и ползти в сторону ТЦК. Куда идти? Военный медик Битюков примерно рассказал, куда идти. Он рассказал о том, что люди умирают в учебках непосредственно, и к этому уже все нормально относятся, потому что, ну, не выдерживают, что умер и умер. И рассказал о том, что никто не хочет в пехоту, поэтому приходится насильно переводить, это вызывает большие проблемы с СЗЧ, потому що піхота – це білет в один конець. А, до речі, про переведення. Пам'ятаєте, були скандали про спіхочення, про те, що вузьких спеціалістів переводять в піхоту, і деякі навіть народні депутати, це, здається, Мар'яна Безугла, говорила, що навіть медиків переводять буквально в окопи. Ви це можете підтвердити або спростувати? Дійсно, такі переведення були. Але, знову ж таки, що влада зробила для того, щоб поповнити ресурси тої самої піхоти? В піхоту зрозуміло, що ніхто не хоче. Значит, что сделала власть, чтобы пополнить ресурсы пехоты? Задается таким риторическим вопросом военный медик Битюков и говорит, что медиков гнали в пехоту, да, есть такие решения, есть такие прецеденты. Піхота означає лише те, що ти врешті-решт загинеш. Питання тільки коли. Сьогодні, завтра чи через тиждень, якщо тобі повезе більше. І повернешся ти назад або 300, або 200, або в СЗЧ. От і все. Тому, безумовно, ніхто не хоче бути піхотинцем, бо у тебе захисту немає ніякого. 300, 200 или СЗЧ. Выбирай. Это как вот это Илья Муромец, да, вот. У камня, или там богатыри там у камня. А интересно, а можно еще Илью Муромца? Там пришел тест ДНК, куда там отвозили мощи в Лондон. Он вообще украинец или нет? Можно о нем говорить, да? Илья Муромец. Сделали, не сделали? Ну вот как вот богатырь у камня, да? Прямо пойдешь 200, налево пойдешь 300, направо СЗЧ.
Ну или наоборот, налево СЗЧ, направо 300. Ну вот как-то так. Вот такая история. Но самая действительно тяжелая история дня сегодняшнего, это произошла в городе президента Зеленского. Именно тот город, в котором есть, правда, настоящий, с таким названием, квартал 95. Угу. Кривой Рог. Там неимоверное что-то происходило сегодня. Ну, по крайней мере, вылили в сеть вот такую штуку. Значит, диспозиция. Полиция и там двое, ну, как бы ТЦКшников, так сказать, помогают встать. Да, помогают встать упавшему человеку, который еще не осознал, что каждый будет в армии. Подняться помогают с колен ему. Говорят, вставай, так сказать, склонились все над ним. А вот этот хлопец, ну, значит, это все возле магазина происходит. Мужик там в возрасте, ну, такой дебелый дядька. А вот второй подошел вроде как ему помочь или там как-то одернуть полицейских и ТЦКшника. Вот этот, который выскочил к нему, он самый молодой. Вот по нему видно, что он прям вот вообще юнец. Да, вот это. Очень много, скажем так, ругани, вот это. И вот это все там тын-тын-тын начинают, так сказать, проверять начинают крепость челюстной коробки. Ну, как-то, я так понял, что молодой ТЦКшник решил, так сказать, авторитетом задавить. Он же в форме и в стоечке. В форме и в стоечке. И решил, ну, там мужик в возрасте такой достаточно, ну, можно сказать, что дед, ему в отцы годится. Но он как-то не постеснялся, знаете, так сказать, вступить в боевое сношение. Ну, молодой, конечно, он думает, что... Вообще он молодой думает, что он этот, как Усик. Это продолжение этой истории. Значит, понятно, что... Да, понятно, что там посылают все в одном направлении этого человека, и женщины, и все. Но у него же стоечка. Вот смотрите, такой вообще юный парень. Ну, такой молодой-молодой. Он им кричал, что я типа воевал, поэтому я сейчас в ТЦК. А они ему все кричат, иди туда, ну, куда кричат, по известному адресу, и говорят, что, собственно, где ты воевал? Ну, посмотри на себя. Или это такое, знаете, шоу «Кто хочет стать миллионером?» То есть, да, человек пошел, вступил в ряды ВСУ, получил этот миллион, но попал почему-то в ТЦК по каким-то чудом. И он такой раз, оп, стоечка. Я понял, он как Усик. Это ТЦКшник как Усик. Оп, все, нормально, стоечка. И вот это вот, ну, вот так это все и происходит. Да, там мужики его говорят, что, мол, что ты делаешь, ну, а тут уже, так сказать, происходит другая история. Судя там по, ну, то есть параллельным образом, да. То есть полиция крутит, а этот юный ходит ко всем задирается. Причем задирается к мужикам, которые ему в отцы годятся. Мне, кстати, писал кто-то в комментариях, я по теме мальчика и языка говорил, что у нас хорошая молодежь. Ну, когда вот женщина наехала на него за то, что он так достаточно крепко держался, я очень хвалил наше будущее поколение. Вот это я не знаю, что это за лось. Ну, вот честное слово. Ну, понятно, что люди возмущаются, понятно, что люди... Но они же не бросаются тебя бить, да? Там, ТЦКшника или полицейского. Они просто там пытаются как-то разнять что-то. Ну, то есть, даже не касаясь, даже просто там отбить не физически. Помочь этому человеку, которого крутят, чтобы хоть так вот, как скотину его, этого мужика, с пузом, да, не крутили. А этот ходит вокруг, и вот это, как Усик, понимаете? Ну, елки-палки, где его воспитывали? Кто его воспитывал? По поводу... Но зато всем смешно. Вот мне вот нравится, что всем смешно, да? Вот. Паблик киевский, миллионник, там даже больше, выдал вот такую штуку. Прикиньте, как смешно. Тут Сережу поймало ТЦК. Очень интересная метка появилась на Google картах. Теперь чернобыльские леса доедают Сережина-пирожина. Ну, песня такая была, группы ТИК. Сережина-пирожина. Слушайте, весело, смешно. Ну, то есть,
человек какой-то. Это Google карты, там можно там отмечать, и это будет, ну, там есть определенный, как это делается. И вот кто-то вот так вот написал. Чернобыльская зона, да, вот здесь Сережу поймала ТЦК. Так а что, у нас не бегут через Чернобыльскую зону? Конечно, бегут. Направление Беларуси. Даже не Европы, Беларуси. Потому что там и с белорусами там по-другому законодательство все равно, но с ними даже проще, да, как-то там штрафы как-то или без штрафов и так далее. Вообще эта бусификация переродилась в какой-то ужас на самом деле. И его оправдывают. Был такой, может кто забыл, такой публичный СЗЧшник. Он там вел блог, как он ушел в СЗЧ, такой есть Гнездилов товарищ. Его там поймали, судили, и он прямо из зала суда пошел служить. Ну и сейчас раздает эти патриотичные интервью. Говорит, что бусификация, это что, нормально. Мобілізація, вона неможлива, якщо ми не мобілізуємо заміну. То есть замена нужна. Водночас із тим ми не можемо мобілізувати людей за принципом їде бусик по місту, спіймав людину, і вона буде служити. Не можем так делать. Да? Ну, как бы, ну а что так делать? Едет бусик, поймал человека, она будет служить. Ну и вроде можно заканчивать, говорит, ну нормальный человек, да, вот, как бы адекватный. Да не. Тебе призначено. Такі люди, до речі, нормально служать. Я от на своєму досвіді, на досвіді свого підрозділу, от Верь мне, эти люди, которые в бусике, они нормально служат. там кричать бусифіковані, вони не будуть служити. Там ужас якийсь. Це просто, ну, тотальна брехня. Тому що перший день він обсикається, другий день він бере себе в руки, на третій день він каже, що він сам прийшов. Ну, блін, ну я бачив цю історію мільйон разів просто. Вот вам и публичный СЗЧшник, Гнездилов, оправдывающий вот этот весь бред. То есть он говорит, мы не можем так ловить. И в то же время говорит, я кучу раз-то видел, что люди... То есть бусификация. Это не вранье. То есть, представляете? И вот эти вот какусики тоже есть. Понимаете? То есть, и обсыкается потом, а потом говорит, я сам пришел. Представляете? А потом из тех, кто сказал, что сам пришел, президент говорит, выходит Зеленский и говорит, 600-800. Вот почему. Все думали потери 600-800 тысяч. А это просто еще там не дообсыкались, бусифицированные, которые потом скажут, что они сами пришли, и они добровольцы. Вот в чем секрет статистики. Вообще, конечно, продолжение вот этого Бенюка, скандала с языком, вообще набирает такие дурные обороты. Значит, ну, во-первых, да, по Бенюку, по вот этому, там, что детей надо бить розгами, чтобы они любили и уважали государственный язык, с надеждой, что поддержит как можно больше ивано-франковцев, вышел мэр Ивано-Франковска Марцинкев и провел опрос у себя. Говорит, есть мысль, если ребенок говорит по-русски, взять розги и отлупить, чтобы навсегда забыл русский язык. Так воспитывается гордость за свой язык. Это вот нардеп, говорит бывший народный артист Бенюк. Как вы думаете? Интересно, Марцинка устала. Ну и вот такие результаты опроса мы видим, что 3% не поддерживает физическое воспитание, но если не доходит словом, то можно и отлупить. 8%, что вообще согласен, вот так и надо, 8%. 17%, что бить нужно родителей, чтобы достойно учили детей. 30%, что гордость за язык воспитывается собственным примером, личным. Ну и 42% просто лаконично, что детей бить нельзя. Не этого ожидал в этом опросе, наверное, Марцинкев, судя по его публичным выступлениям. Но, тем не менее, вот такой опрос они провели. Еще от одного опроса, очень известный паблик, там 3 миллиона, по-моему, или сколько, много, в общем, подписчиков, Труха провели. Они, точнее как, они не проводили опрос, они в шоке от опроса, который провел КМИС. Значит, как по заказу
под эту волну унижения русскоязычных и борьбы за язык опубликовал КМИС опрос. И выяснилось, что 29 украинцев считают, что в школах нужно учить русский язык на уровне иностранного. 2-3, сколько там часов в неделю. То есть 29. И у них, видите, какой смайлик. Да? То есть взрыв мозга, ничего себе. Очень удивительная позиция. На четвертом году полномасштабной войны России против Украины 58% против обучения российскому языку вообще. А какая, мол, позиция у вас? То есть Труха в шоке. Как это? Почти 30%, практически треть украинцев говорят, что надо учить. А зачем учить русский язык? Да чтоб не было коллег, умственных, интеллектуальных коллег. Украинские дети, вот это вот поколение, вот этих какусиков, это интеллектуальные коллеги. Они говорят по-русски, а написать не могут. Потому что в украинском языке, это не совсем правда, но тем не менее, как слышится, так и пишется по-русски по-другому. И вот они такие, они вот это, то есть вроде как говорит на разговорном, да, а написать ничего не может. То есть читают плохо по-русски из-за вот этих всех новых законов. Конечно, родители смотрят на своих детей и говорят, елки-палки, ну понятно, что мы теперь все украинскую, ну давай как-то немножко подтягивай свои знания, не позорься хотя бы, да. Вот это поколение, которое плюс-минус хоть русский язык в школе учило, понимает и орфоэпию, и все остальное. Зато борьба продолжается. Не Бенюком единым. Значит, очень интересный вышел ролик. Немножко я звук уберу, потому что там все под музычку. В общем, веселая музычка, как вот там Маски любили, там, да, шоу трупа Маски под эту музыку выступать. В общем, обыгранная ситуация, смешное видео. Сейчас будем смеяться. Вітаємо, меню за QR-кодом. Значит, меню по QR-коду. Все на українському. Ужас. А что, все на украинском? Ужас. И тут у нее звонит рингтон. Группа Нэнси. Дым сигарет с ментолом. Ёкарный бой. Я уже не помню, когда эту песню слышал, понимаете? А тем более на рингтоне. То есть такой, а что, только на украинском меню? Вообще, а речь вообще про Украину идет вот это? Это вообще в Украине вот эта вся мотня вот это снята в Украине? То есть украинец русскоязычный удивляется меню на украинском в украинском кафе? И еще вот так вот так вот говорит вот это вот все, да, манерно, как вот это пытаются изобразить. И дым сигарет с ментолом у него на рингтоне. Официантка, смотрите, какая вот праведный гнев. Но она стійка. В общем, выдворили ее, отправили. Официантка закрылась на ключ. Закрылась. Чтоб еще, наверное, не пришли эти другие, вот такие же с рингтонами. Закрылась на ключ и выдохнула и решила побрызгать освежителем. То есть вот это вот на полном серьезе, вот это вот люди снимают и этим гордятся. Они вот думают, что это вот смешно. Это кампания идиотизма. И если это люди просто сняли, ладно, там кто-то за деньги снимает какую-то хрень, хотя бы деньги получает уже там, с точки зрения там этих съемок. Это ужасно, отвратно. Такая это же видно, что это инициатива. Это же инициатива их. Это вот они так видят ситуацию. Так, давай, Клава, ты сыграешь вот эту русскую или русскоязычную, да? То есть, еще раз, это не про русскую женщину и украинскую. Это про двух украинских женщин ролик. Просто одна из них русскоязычная, выставленная в этом свете. Позорище просто дичайшее. Нет у меня сил уже об этом говорить. И это все вот накатывается. Ровно для того, чтобы быстренько подписали мирные переговоры вот сейчас. Подписали перемирие. Вошли в длинный этап перемирия, быстро переизбрались на этом фоне, законсервировали вот эту дурную Украину, русскоязычные
выдохнули, счастливые, что закончилась война, и, возможно, снимут там запрет на выезд за границу, снимут ограничения, военное положение, комендантские часы. Ну да, ну с этими идиотами они и так всю жизнь живут, вот этими, которые пшикают освежителем, по-украински требуют говорить. Проживут и дальше, но хоть войны не будет. Вот на что политический расчет, вот как пытаются играть с этим обществом. Вы, значит, которых это все бесит и раздражает, вы заткнетесь, потому что это не такая, ну не такой большой камешек в твоем ботинке. Вы с ними и так там жили и жили, ничего страшного, перетопчешься, перейдешь на украинский язык, тем более все знают украинский язык, и меню прочитать могут, и сказать чего-то могут, ну кто-то не может, но все равно пытается, нормально это все воспринимается, вот этого то, что показывают, нет. И людям продадут окончание войны миротворца Зеленского с вот этим, ну, этой землянкой УПА, маленькой Украиной, вот этой идеологически заряженной на один язык, одну культуру, и люди пойдут, опять будут голосовать за это, потому что он же мир принес. Во-первых, Боннефтик, потому что мир принес. Как-то так. Вообще все это, конечно, ужасно выглядит, особенно на фоне того, что Кабинет министров, в общем, оказывается, подавали петицию на Кабмин, 25 615 голосов она собрала при 25 тысяч возможных. В общем, там женщина, которая составляла, она просит поднять зарплату учителям. Приводит конкретные примеры, потому что там, ну, в общем, Польшу приводит в пример соседнюю. Ну, это принято соседние страны приводить, потому что, ну, учителя могут уехать, да, преподавать там еще где-то что-то. В общем, не хватает учителям на жизнь. Кабмин жестко ответил, что, мол, вы и так надбавки получаете за вредность и все остальное. Вот. И поэтому не будет вам никаких... У нас все на войну идет. Все на войну, все для фронта, все для победы. Зарплат учителям не будет. А кто же будет учить украинскому языку? Непонятно. Непонятно. Сами научатся, наверное. Потому что украинский тоже ведь надо учить, согласитесь. По поводу обучения будет сегодня колобок, короткая история от подписчика. В общем, колобок наш, куда мы катимся. Времени так немножко перетягиваю, но должен сказать, по международной линии, значит, свежайшие новости, буквально там перед нашим эфиром разлетелись кадры по всему миру о том, что началась таки война между Пакистаном и Индией. Идет перестрелка, удары, это все на темном фоне, пока непонятно, на утро станет понятнее 100%, однако... Начали воевать. Предваряли сегодняшние удары, вот эти кадры, это сторона, ну там Кашмир, тут район, граница с Пакистаном, сторона индийская. Сносят мечети, как бы в ответ на вот, ну, эскалация, в общем, идет. Так что все прогнозируемо. Людей высылают, то есть обоюдно с той и с другой стороны, Пакистан и в Индию, соответственно. Вот в Индии сносят мечети. Вот так это все выглядит, и сегодня уже зафиксированы первые боевые столкновения, такие нормального характера, нормального количества. То есть уже можно четко говорить, война возобновилась между Индией и Пакистаном, соглашения не действуют. Хотя у меня есть, конечно, проблеск надежды. В каком плане? Проблеск надежды, что Пакистан сегодня подал по воде, по перекрытому Инду шлюзам, иск в Международный суд. Но это означает, что, ну, обычно, нет, ну, это мало, конечно, вероятность мала, что это что-то означает, но, может, все-таки не дойдет до каких-то больших столкновений, но они уже начались в таком только начальном зародышевом состоянии. Рубрика «Колобок наш, куда мы катимся». Значит, я вам предлагаю одну историю на сегодня. Их на самом деле очень много. И спасибо большое за то, что пишете, делитесь. Кстати, вот про образование, да, как бы в продолжение протянем эту линию. Значит, я рассказывал в предыдущей рубрике «Колобок наш» о ПТУ, образовании в ПТУ. Вот пишет Владимир, говорит, ничуть не удивлен этой историей. Подумаешь, сантехника онлайн обучают. А как вам тот факт, что в том же знаменитом Харьковском медуниверситете врачей обучают точно так же? Я лично знаю, что профессор, кардиолог читает лекции онлайн
У вас с сердцем все в порядке? Вот и не болейте. А то вдруг к такому онлайн выпускнику попадете. Сам я подрабатываю в колледже, название опустим, попросили почитать лекции студентам-механикам. Без слез не рассказать. Что это за специалисты будут на выходе? Они не могут объяснить, чем густая смазка от жидкой отличается, чугун от стали, бронза от латуни. На вопрос, каково назначение листового прокатного стана, они говорят, что для изготовления колес. А знаете, кому нужно ставить хорошие оценки? Детям-сиротам и детям-инвалидам. Они должны быть обязательно аттестованы, причем положительно, иначе комиссия при социалке задолбает всех. А еще классные руководители звонят и просят поставить хоть жиденькую троечку кому-то, потому что он учится в Германии, Польше, Чехии, неважно. И потому что на занятия он не ходит, и задания выполнять ему некогда, но деньги за обучение платит регулярно. Осенью просили провести с этими студентами слесарную практику, конечно же, онлайн. На вопрос, как вы себе это представляете, был простой ответ. У нас есть ролик из YouTube. Покажите им, а они пускай отчеты напишут. В общем, Владимир пишет, что так не может, дочитает этот учебный год и, перекрестившись, уйдет из этого учебного позора. Ну, я так понимаю, что речь идет о городе Харьков, да, там, где подземные школы открывают, и, собственно, все остальное прочее. Значит, уважаемые друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Спасибо вам большое, Уктус, за то, что стали спонсором. Спасибо тоже, что если есть такая возможность, это не везде работает, не во всех странах, но супер смайлики, супер стикеры, это всегда приятно, это потрясающе. QR-кодами тоже пользуйтесь для того, чтобы вопрос появился на экране. И вообще всем большое спасибо за поддержку. Вы большие молодцы, и спасибо, что, несмотря на это позднее время, нас вот сейчас 14 тысяч, я считаю, это просто потрясающе для вот такого шума, вот такого обзора сегодняшнего дня. Итак, подводим итоги опроса. Почему именно сейчас ТЦКшников без боевого опыта отправляют на фронт? Вот такие итоги. 10%. Народ на грани, уже берутся за вилы. Ну, то есть этот мордобой мы видим. Уже не стыдно никому ударить там, по лицу ТЦКшника. Нормально все. Да? То есть это опасно, значит, надо менять немножко систему. Причем делать это пожарно, как сегодня сделал Генштаб и объявил, что без опыта все пойдут туда. А вот эти все с фронта, опять, мне пишут в комментариях тоже, справедливо пишут. Зло, но справедливо. Не поверю никогда, пока не увижу ТЦКшника, вручающего повестку там, на протезе. Ну вот справедливо человек пишет в комментарии. Вот правда. Значит, 10% из-за народа, 14% выборы скоро и заметают следы. Ну или, да, то есть пытаются отбелиться. 30% некого уже просто тянуть, и сейчас начнут всех вообще грести подряд. Ну и 45% считают, что это вранье и показуха. Ну, вот я тоже так думаю, что... Я тоже так думаю, что это все-таки вранье и показуха. 8 тысяч голосов мы получили, спасибо большое. Значит, Шелест, почему шум без анонса в Телеграме? Без анонса в Телеграме. Шум. Да, представляете, без анонса в Телеграме. Ну, вот так бывает. Слушайте, на старуху бывает проруха. Исправлюсь. Обязательно. Значит, зачем, Саша, шум меньше хочешь сделать? Саша, не зли. Пишет чат трансляции. Привет с Дальнего Востока. Привет, кралечка Галочка на Дальний Восток. Собирается на работу и смотрит шум Владивосток. Представляете? Утренний шум. Еще не ложились, а вы уже проснулись. Значит, анонс был... это анонс был в закрытом клубе. Значит... Поактивнее там, да, Братислава смотрит, спасибо большое. Перейдем сейчас непосредственно к вашим вопросам. Их немного, не густо, но давайте все-таки ответим.
Значит, спрашивает пользователь Лампанюк. Саня, откуда у вас неуемный и туповато-нездоровый оптимизм по поводу, если вернуться ветерами, то ими начнут заниматься? Кто? За что? Зачем? Банды были после любой из войн, а у вас ни силовиков нормальных, ни управленцев нормальных. Нет, все под себя грести все будут. Это людская натура, так что Сомали, без моря ваше будущее. Ну подождите, почему без моря? Ну пока все идет, что выход к морю Украины останется. Ну, так бы я хотел ответить на ваш вопрос. Добрый вечер, Александр. Скажите, почему вы верите в перемирие и мирный исход войны, подписание мирного договора, а не капитуляции? Спасибо, Людмила Тарновская, потому что на это указывают очень важные факторы, с которыми не может не считаться Путин. Это Трамп. Я считаю, что это Трамп. Очень важный фактор, с которым Путин не может не считаться. Тем более там прицел на гораздо большие деньги, проекты, больше, чем земля, больше, чем судьба Украины. Трампу Украина не нужна, поэтому он ее объективно отстаивает. Ну, как сказал я, с Зеленской нет. Ну, вот, возможно, да, с Украиной я буду. С Украиной какой? В чьем составе? В каком составе? То есть тут тоже много вопросов. Я уверен, что Трамп дожмет эту историю с длительным перемирием. Вот прям уверен. И он должен сделать это сейчас. Потому что если не сейчас, то потом уже смысла не будет. Начнется вовсю летняя кампания, перерастающая в осеннюю. И там уже, ну это по-украински даже правильно, с точки зрения украинцев. Все вот сейчас поставить на тормоз, начать переговоры. Потому что если летнюю кампанию будет переживать эта война, вот эту, при всех вводных сегодняшних, с закончившейся помощью в августе Байдена, тех пакетов, с этой Европой, которая спасает свою шкуру сейчас и всех подзуживает, давайте, сбрасывайтесь больше на деньги, то осенью могут быть очень серьезные территориальные потери, еще дополнительные у Украины. А территориальная потеря это что означает? Это же если бы просто взяли бы там отошли, зашли, вышли, зашли. Территориальная потеря в этом случае означает разрушенные города, судьбы, люди погибшие. Поэтому я верю в это перемирие. И понятно, что может Зеленскому это и нужно, и чем дольше это будет продолжаться, он будет у власти. Кто-то так скажет и будет там по-своему прав, если так напишет, я тоже разделяю ваши мысли. Однако народ уже не хочет воевать. Люди уже не хотят вот такого исхода. Поэтому есть вероятность, что уже все, пришла эта точка. Вот эта вот майская точка. Возможно, будет какой-то всплеск, его все там предрекают, потому что что-то будет. Ну вот, например, гипотетически, мы сегодня обсуждали в шуме удар дронами по Москве. Понятно, будут отвечать. Какой-то поход, бросок в Белгородской области, или опять в Курской, или там еще куда-то, да, то есть будут отвечать, будет затягиваться эта война, а на фронте будет вот продолжаться вот эта молотиловка. Но просто запас прочности потом лопнет, и все. Вот сегодня, это же не просто так, это кусок показал Deep State Сумской области, раз, и все, и нет. Поэтому все возбудились, потому что вчера вроде был, а сегодня вроде нет. Уже как бы хорошо подровняли фронт. И начинают там антикрист врубать, что ой-ой-ой, там никого нет, это они просто там ходят по 3 человека. Синяя борода. Скажите, Александр, если даже не брать предвыборное заявление Зеленского в 2019 году, разве есть что-то, что он выполнил существенное? Пришла война, и уже 3 года, разве что-то сделано было для изменения ситуации? Разве он, Зеленский, договороспособный? А главное, это не он с друзьями 5 лет назад смешил народ в Украине, и тут решать задачи смог. Как это все коллерируется в Украине? Слушайте, ничего не выполнил. Обманул всех. Сейчас активно гуляет вот это мем этот. Ну, это, по-моему, не Арестович. Арестович перепостил только. Там вообще по ТикТоку сейчас гуляет. Вот, все говорят, что будет хаос в стране, доллар по 45. Ну, вот это когда он там в начале
всех пытался строить к стенке, к ногтю, жучить местные элиты, ездил там по городам и весям, говорил, выйди отсюда, разбойник, там, в Броварах, кажется, в Борисполе. И вот это вот, да, то есть говорит вот эти слова. А так оно и получилось на самом деле. Понимаете, неважно, договороспособный или недоговороспособный сейчас в этой конфигурации Зеленский. Вот не важно. Абсолютно. Это не важно. Силы мейнстримные больше. То, как это все обставляется сейчас, выглядит правильно, логично. И спад в мае должен предотвратить большой всплеск. Ну, я думаю, что тут Украина тоже с украинской стороны может быть большая провокация, некая, серьезная. Но с другой стороны, если Россия проглотила Москалика, подрыв, теракт, а тот, который лично Путину доклады писал, генерал-лейтенанта, потому что Витков тут был, и Дмитриев постит фотографию, смотрите, как символично, 80 лет назад была встреча на Эльбе, а сейчас вот Витков встречается с Путиным, а про теракт, правда, быстро нашли, все там разобрались, показали, тут, правда, сработала эта машина, то, мне кажется, вот есть большая сила, большие интересы, которые движут Путиным. И он понимает, что эту войну в Украине, даже если он сейчас закончит, то целей своих дальнейших он добьется позже. Внутри самой Украины. Уже по-другому не будет. Уже не, вот все верят, допустим, что вот эти все люди, которые там рассказывают, что все пойдут на войну, все будут там воевать, все на украинском языке говорить, строем ходить, патриоты там туда-сюда. Нет, как только мир будет, бить начнут. ТЦКшников, патриотов, вот этих спикеров всех. Бить просто. Бить по морде, кулаком. Как вот этого, как Усика. ТЦКшника. Значит, спасибо вам большое за то, что отзываетесь в сообщество YouTube. Да, действительно, не запостил я сегодня эту ссылку в телеграм-канал Шелест. Ну, значит, в такой камерной атмосфере побудем. Чего? Хорошо. Да. Запостим, значит, уже запись. Поставьте, пожалуйста, лайк. Давайте немножко с чатом буквально ответим на некоторые вопросы. Ох, понесся чат. Давайте там, когда же он остановится, дождемся. Таня, Шелест, почему нельзя было просто провести импичмент Януковичу, ну, если весь народ поднялся? Импичмент-то долго. Импичмент долго, тут надо было переворот делать быстро. То есть быстро, пока горячо. Тем более уже договорились там на Майдане. Александр, почему вы не организуете партию, движение с другими медийными лицами, чтобы спасать жизни? Много есть достойных экспертов. Все только говорите, а не действуйте. Берите все в свои руки. Спасать жизни каким образом, Алекс Куилл? Каким образом спасать жизни? Понимаете, тут тоже такой момент. То есть, есть там клубы, которые там в России, большинство из них там российские иммигранты, которые переехали в Россию. Они вот тоже там занимаются, прорабатывают концепцию. Мне сегодня писали, я не видел, был в эфире с Мосейчуком, там Мураев вышел в прямой эфир. Вот такие есть посылы, да, с той стороны, с одной стороны. С другой стороны, другие посылы. Там обиженные, но уехавшие на Запад, они они не хотят, говорят, что хотят спасать жизни, но и не хотят спасать жизни. То есть, понимаете, нет, везде есть определенный фальшь. Каждый думает, и даже хоть 150 тысяч раз вам будет повторять, что я не иду политику, никакой политики никогда, я там занимаюсь вот этим всем только для того, чтобы вас неучи, немножко там грамоте научить. Слушайте, не верьте никому. Я не занимаюсь там обучением или там вам не пытаюсь там чего-то дать. Я вам пытаюсь дать информацию, вот как она идет, потому что это моя работа. Моя профессия, то есть там, я на это учился. То есть журналистика, вот это все. Это не для того, чтобы вас воспитать. Хоть там и говорят, надо воспитывать аудиторию, там, это такие. Функционал важен. Прежде всего, на первом месте. А потом уже такие вещи, там, это потому что кто кому нравится, кто кому не нравится.
А все остальные это люди, которые хотят, опять хотят. Но они хотят кормушки по старым правилам. Вот в чем проблема. Вот они как раньше хотят. Чтоб депутат там подняли денег ему, компенсировали жилье, охрану дали, секретаршу он себе выбрал такую путевую, ничего что. Ходил там, помощники законы писали, а он там ходил, их там рассказывал, какие они важные, хотя он его не читал, этот закон. По тезисам там узнал, о чем речь. А потом, когда вчитываются, охреневают на комитетах и вообще в прессе, и эксперты такие, ну, с других лагерей. Вот чего все многие хотят. Вот это хотят. Статуса хотят, уважения хотят, вернуть себе хотят, если они теряли, или добиться, если они не имели. Как-то так. Значит, сегодня, кроме информации, которую вы даете, узнал еще новое слово. Как усик. Как усик, да. Значит, туповато, нездоровый. То я ответил вам на этот вопрос, поэтому можете мне не тегать, откуда оптимизм, потому что пора. Войне пора заканчиваться. То есть, почему не капитуляция? Потому что капитуляция, она и не нужна, по сути, Путину. Вообще, давайте перенесемся в ультиматум Рябкова в 21 год. Это все было, чтобы с Америкой поговорить. Вот понимаете, вот цинизм. Какой цинизм? Ситуация. Это все было нужно, чтобы с Америкой поговорить. Развести балансы интересов и так далее. Ну, Россия доказала, что она может и так заставить с собой говорить Америку. Думается, вот так. Ну, это как один из пунктиков, кирпичиков, это не основная причина. Но вот если брать эту линию, чисто дипломатическую, геополитическую, ну, так получается и есть. А вот эти люди в гробах или в пакетах черных, вперемешку все части тела, и с одной стороны, и с другой, эти пленные, эти люди, которые ад видели, у которых взгляд не изменится никогда, человека, видевшего войну, вот это вот смерть, ужасы, спасшегося из-под обстрела, и у них глаза не изменятся никогда уже. Это побочная реакция. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Шелест, ты веришь в инопланетян? Да, верю. Потому что, мне кажется, вообще я верю в добрых и злых инопланетян. Вот сейчас у нас злые захватили планету. В Киеве тоже. Значит. Добрый вечер, Александр. Вопрос, предложение. Вы часто какой-то сюжет просите. Напишите, что думаете. Рубрика «Шум в ответ». Объявите, зачитайте в ответ из чата. Потом мнение кратко на 5-10 минут. Хорошее предложение. Давайте это все в колобок, который наш, куда мы катимся. В телеграм-канале Шелест есть предложка почта. Именно там, пожалуйста, это можно... НЛО не будет. Будет, я не удивлюсь. Слушайте, Андрей Обсервер, я вообще не удивлюсь. Нам НЛО еще не хватало на самом деле. Вот правда в этом всем кошмаре. Где Богдан? Вроде как в Вене. Встречается, занимается, волонтерит, помогает. Ну, он же адвокат, мутки мутит. Саша, вы очень добрый. Спасибо вам большое. Не кажется ли Шелесту, что даже после окончания войны свободы больше не станет? Границы Украины не откроют, установится длительная зеленая диктатура. Все к этому идет, по крайней мере, по планам, которые хотят у Зеленского. Но ключевая сегодняшняя мысль, на которой нужно пошуметь. Политико. Мирный план Трампа означает «Гудбай, Зеленский». Трамп. Я не на стороне Зеленского. Что может случиться, если вы стали на сторону Зеленского? На сторону Украины? Да, возможно, но не на сторону Зеленского. Поэтому так каши не сваришь с таким подходом. Да, НЛО прилетит на всех спасать, как Усик долбанулся еще того, забегал в шароварах с крымско-татарским флагом. Ну, слушайте, вы не судите Света Усика. Ну, а ему что же нужно, выжить? Он все-таки чемпион, он шел к чемпионству. С уважением смотрим вас из Вроцлава. Большое спасибо за вашу работу. Спасибо вам большое.
Алекс Юстасу, другие, нечешный, такое донбасское слово, да, донбасское. Александр, вопрос. Есть мнение, что США заберет недра и свалит с переговоров, и все свалит на ЕС. Ваше мнение? Хороший план, Антон Золотушкин. В принципе, вполне реалистичный. Только забирать вполне себе, вероятно, что нечего. Но недра они заберут. Они заберут, и смотрите, тут же никто... Вот опять-таки, это все выглядит как маргинальная конспирологическая версия, но у России активы. Они в Европе и в Америке. В Европе чуть больше, в Америке чуть меньше. Замороженные. Но никто же не отметает тот факт, что Путин может и поторговаться. И с активами, и с недрами, и с Арктикой, и с добычей на территории Российской Федерации, и с компаниями с разными условиями, разным процентажом на территории Российской Федерации. И это будет выгодно и классно, и бомбово. Бомба, пушка, ракета. А потом Украина просто останется, ну, такой себе, да, Боснией и Герцеговиной, такой там Республикой Сербской, вот это как после Югославии, после того, как разбомбили ее. Рамазан, Александр, добрый вечер. Как думаете, если на переговорах реально будет тупик, могут ли США выйти из конфликта, а если выйдут, то что будет дальше? Да ничего не будет дальше. Не выйдут они из конфликта, мне так кажется почему-то. Ну, по крайней мере, их не выпустят из этого конфликта, и Европа будет делать все, чтобы США не вышли из конфликта, потому что понимает, дальше, ой, с Украиной они не справятся, вот так вот ее восстанавливать. А будет вот такая вот застойная зона. Добрый вечер. Нужна рубрика «Откровенный разговор». Просто о жизни, зарплаты, прочее. Так, понятно. Рубль растет. На втором месте золото. Во все вложился Путин. Эколайф. Скажите, пожалуйста, Александр, может ли так оказаться, что Трамп со своей риторикой в итоге маргинализирует активную антивоенную повестку, просто как перестанут считать ее серьезной, как Гренландию и так далее. Есть риски такие, я понимаю, о чем вы говорите, это действительно есть, но у него не антивоенная, ну, смотрите, не совсем антивоенная повестка, поймите, в чем дело. Он не возглавил движение за мир, несмотря на то, что говорит, что он хочет прекратить смертоубийство. У него как бы повестка сделки. Ему нужно выйти из капкана, который оставил после себя Байден. Поэтому тут не совсем антивоенная повестка. Он может бороться за мир, выйдя из переговоров. Вполне себе. Так. Значит, убили 1, 2, 3 генерала. Ваши не боятся того же, или они бессмертные? А наших особо никто не знает. Ну, шибко. В этом же и история, понимаете, с этими генералами. Встретившись с Зеленским, что бы у него спросили? Как купить, где купить славянский шкаф, я бы у него спросил. Александр, что случилось с Пиховшиком? Очень любил его эфиры. Себастьян Вальмонт. Не знаю, что случилось с Пиховшиком. Без понятия. Кто-то когда-то говорил, что вроде как выехал куда-то, но опять-таки это похожая история, что человек выезжает и молчит. А там, может, соврали. Без понятия. Так. В Берлине 1 мая будет революционная демонстрация. Ну и хорошо. Вот хорошо. Мир, труд, май. Вот труд, он облагораживает. Значит, спросил бы, зачем Зеленского? Нет, не спросил бы. Все понятно, зачем. Александр, зачем согласилась играть роль прокси Екатерина Сафронова? Элиты подвели ее к тому, что у нее не было выбора. И опять-таки, тут надо разделять. Здесь в этом случае согласилась играть роль прокси, это не Украина. А вот эти черти, которые ее туда завели. Как зовут вашего котика счастье семье? Барик. От слова барон. Но чаще я его называю баран. Ну или скотиняка.
потому что он всегда в неудобный момент начинает... Он меня только видит. Я понимаю, наверное, я вызываю у него какой-то слюновыделение, там желудочный сок выделяется у моего кота, Барика, Барона. Он меня только видит, начинает на меня кричать, мол, и бежит к миске. Давай, давай. Вот. Причем все могут быть в этой комнате, все домашние, а он меня, только я там зайду, сразу, давай. На меня реагирует. Я вообще думаю, что он меня съесть хочет, да? Но тут может. Где купить рудник с платиной? Говорят, в ЮАР недорого. Вопрос, когда вы спите, Александр, привет из Калгари. Да, вот сейчас пойдем и будем спать. Значит, а чертей кто избрал? Доверчивые украинцы. Да, доверчивые и такие тенденциозные. Вот все так, и я так. Вообще политикой мало кто интересовался. Вы не заслужили санкций. Саша, я знаю, это незаслуженная история. В пятницу новые будут. Ох, интересно будет. Пошумим, может. Интересно, узнаем. Здравствуйте. Где делся Стефанчук? Может готовиться к смене. Обожаю котеек. Стефанчук никуда не делся. Он как осиновый лист, несмотря на то, что такой больше похож на лист лопуха в масштабе. Он дрожит каждый раз, потому что... Да, потому что на него много что сошлось. Да, Барик не разделяет политических взглядов Шелеста. Это действительно. У него свои взгляды. Саша, кот понимает, что вы добрый? Я думаю, догадывается. Даже когда я его ругаю. Привет, когда Щелина ждать? Ну, вот раз где-то в 2 недельки там какие-то, понятно, майские мероприятия, поездки. Ну, вот подбираем график, то есть Щелин будет, не вопрос. Да, то есть абсолютно. Вы знаете, мне интересно, что у британцев есть на Зеленского, что они его так крепко взяли. Ну, смотрите. Ну, вот это тоже, это не конспирология, кстати. Ордены, титулы, клубы разного рода, они что делают с человеком? Они его как бы возвышают, да? То есть в небожители это всегда славится, эта корона. Я думаю, что там смешано. То есть, понимаете, в чем дело? Компромат. Вот все говорят, компромат, неправильное слово. Правда. Счета, там, недвижимость, а что, где, откуда взял, у кого стянул. То есть это не от кого перешло, то есть, а во время войны, не во время войны. Ну, в общем, это не совсем компромат. Это, ну, может, есть какие-то видеозаписи, где он что-то такое говорит. Но это не совсем компромат. Так не работают. Там спецслужбы работают, корона не работает. Это просто они могут человека уничтожить и без физической ликвидации. Но если ты подписался на их титул в их клуб, там что-то есть, там замешано что-то такое, что-то подобное. Значит, почему Трамп не выкатит на Зеленского санкции? Он бы прижух. Может, не время. Я думаю, что Трамп тоже понимает. Смотрите, санкции – это дело делается один раз. Один. И нужно выкатить так, чтобы он потом не был... Ну, я думаю, это готовится под предвыборную кампанию. Вот туда ближе. Наверное. Или под какой-то очень жесткий срыв, какой-нибудь ужас и кошмар, когда правда психанет и опубличит и введет. Так. Доброго вечора. Олександр, прокоментуйте, чому Чаплига нагнітає, немає жодного шансу на якесь перемир'я і каже про час Че 15 травня. Слушайте, ну это стилистика, это манера, это подача. Там часть сбывается, часть не сбывается. Часть сбывается каждый год. Ну вот из года в год. То есть, и это же все в открытом доступе, там, год назад, 2 года назад, что там говорилось, как преподносилось. В целом, в общем пределе, да,
не в общем пределе, нет. Я думаю, это он имеет в виду все-таки вот какое-то обострение после 9 мая, имеется в виду фронтовое, тяжелое, большое. Ну вот именно военное, возможно, прорыв фронта, возможно, какие-то вот такие вещи, наверное. Но я думаю, что этого есть, короче, есть шанс этого избежать. Вот там вот 4 плюс-минус 1 день мая, все должно уйти на нет, и вот должно все организоваться. И 9 мая, как сказали в Кремле, как Лавров сказал в Кремле, это будет начало перед переговорами. А во время переговоров никто не будет, никто не рыпнется. Ну, вот такая задумка. Ну, имеется рыпнется, имеется в виду там что-то такое катастрофическое там, делать, там, массу людей убивать или там попадать в какие-то объекты, затапливать дамбы, в общем, ну вот это ужас и кошмар. Вот я думаю так. Вот правильно пишет Не12, не забываем лайки, не забываем лайки. Значит. Саша, кто не еврей в высших эшелонах украинской власти? Серджио спрашивает. Как говорит известный из упомянутых Гордон, говорит, евреи все. Те, говорят, кто не евреи, они просто не знают, что они евреи. Вот такая позиция. Добрый вечер, добрый вечер. Антон, вы находитесь в Украине или выехали? А какая вам разница? Антон, вы с какой целью интересуетесь? Мистер Шелест, вернешься в Луганск после войны? Так, чтобы жить, не знаю. Съездить, конечно, ну, съездил бы, да. Ну, понятно, что это невозможно. Так, Александр, какой эфир пересмотреть, чтобы понять, что произошло, почему от вас часть гостей ушло? Ну, я не могу вам сказать, какой эфир пересмотреть. Ну, с Арестовичем посмотрите эфир сразу в поддержку. Ну, вот это, этих периодов в районе вот этого 17 апреля. Украине нужен свой Лукашенко, а Трампа быстро на поля отправит картоху. Да. Шелест сбежал из Луганска не по политическим причинам, побоялся, что не нужен станет, а делать кроме бла-бла-бла ничего не умеет. ЛК, добра вам, света, процветания, умения что-то делать, благоразумия и мирного неба. Значит, Спивака напугали или купили. Не думайте плохо о Спиваке. Может, он еще вернется. Он разбирается. Разберется, и все будет нормально. Платошкин. Не знаю, кто такой Платошкин. Значит, вопрос. Что будет с Кинбургской косой? Она ведь Николаевской области. Но там не проходило референдума, как и в Харьковской области. Вряд ли какие огромные территории отдадут. Ну, Кинбургскую косу не отдадут. Харьковскую могут отдать. Или, ну, вряд ли там по осколу там не получается, чтобы по осколу там продвинуть, присоединить к ЛНР. Отдельную ХНР не будут присоединять. Я думаю, что Харьковскую область отдадут. И Кинбургскую не отдадут. Ну, там Крым фактически. Ну, куда? Ну, какая? Нет, там очень удобное место такое, достаточно такое серьезное в военном плане. Контроль входа в Днепр. Нет, мне кажется, не отдадут. Так. Шура может оставить Арестовичем. Он ходил за линию фронта. Не ходил за линию фронта. Фронт как бы ходит за мной постоянно. Куда ни приедешь, везде война. Александр, он спокойно мог дружить с Зеленским. Кто он?
Значит, не думал, что вопрос будет не так. Нет, Антон, ваш вопрос не тактичен. Все понятно. То есть понятно, что не нахожусь на территории Украины. Ну, просто я так вам ответил. Интересно пригласить Андрея Фурсова. Интересно. Надо поискать его контакты. Ну, правда, интересно. Почему нет? Так, друзья, время позднее. Меня как бы ругались, критиковали, что эфир не очень. Как вам вообще эфир? Да? Тут Мария смеется, как иноагента показывают на России 24. Ну, это у них спросите, как показывают. Со звездочкой и подписью, наверное. Хотя на меня никогда не ставили. Ну, бог с ними. Значит, спасибо всем большое. Как вам эфир? Интересно, шум, неинтересно. Все равно обещал всем быстренько, коротко, а получилось как всегда. Но в любом случае мы немножко там, в воскресном шуме дольше времени там, можем уделить, там, в субботнем, наверное, чтобы был более расслабленным. Извините, если много забрал времени у каждого из вас, но тем не менее я очень благодарен всем из этих 13,5 тысяч, которые досмотрели до конца. Поставьте, пожалуйста, лайк, это очень важно. И будем шуметь и дальше, потому что сегодня мы с вами, ну вот, мое мнение, хорошо пошумели. Доброй, тихой и мирной ночи. Берегите себя и друг друга. Увидимся.